Всем добрый вечер. Приветствую вас в проекте Wellstream. Сегодня у нас вторая часть семинара «Список знакомых». И буквально пару дней назад Оксана Степкина вам подробно рассказывала о том, как составить список знакомых, как это все делается, делилась своим опытом бесценным. И вы уже получили какое-то задание. Надеюсь, уже список знакомых получилось составить. Для тех, кто уже давно в этом бизнесе, рекомендую обновить этот список, потому что, несмотря на то, что я работаю, сотрудничаю с компанией Reclaim уже более 15 лет, я хочу сказать, что мой список в Evernote я все продолжаю вести. Почему? Да потому что появляются новые знакомые. Знакомые знакомых никогда не заканчиваются. И вы знаете, действительно, вот чувство такое, что людей мало, все уже в бизнесе, все уже об этом знают. Оно проходит, знаете, года через 3 в бизнесе, потому что первое время, да, так кажется, что ой-ой-ой-ой, уже всех подписали, ой-ой-ой, как страшно, все уже закончились. А на самом деле ты понимаешь, что ага, вот ребенок ходил в садик, и были родители из садика, вот ребенок пошел в школу, оказывается, есть родители из класса, поменяли место жительства, ребенок пошел в институт уже есть коллеги по институту, уже сам ребенок может помогать, он вырос, как бы родились внуки начали что-то помогать, да, и так далее. То есть вы будете расти, дети будут расти, внуки будут расти, мир будет меняться, но знакомые знакомых никогда не заканчиваются. И мы сейчас поняли, что именно проекты, которые используют в своей работе самый главный, самый продуктивный метод, это список знакомых, они развиваются очень быстро. Вот. И я могу сказать, очень часто меня спрашивают: Наташа, а как ты начинала, как ты вообще вот первых своих людей пригласила? Вы знаете, на самом деле, вот, наверное, я и осталась в этом бизнесе и влюбилась в него безмерно только потому, что, во-первых, ко мне никто не приставал. Вот я как-то варилась сама с собой, там, ну, я знала, что у меня есть спонсор, есть команда, но меня никто не дергал, меня никто что-то не, от меня не требовал, да, и вообще вот первый, наверное, год я вот так телепалась и думала, мне к умным или красивым, поздно все-таки уже это начинать или не поздно. Представляете, 17 лет назад я почти год жизни потратила на то, что я сомневалась, что поздно начинать. У кого есть такая же фишка в голове, вот, через 20 лет моего бизнеса приходят новички и сидят и говорят, блин, вот поздно все-таки начинать или не поздно. И я очень рада, что меня не загоняли силком, не насиловали моих знакомых, не насиловали как бы меня, и все как-то естественным путем произошло. То есть я дозрела до того, что я поверила и поняла, что можно людей действительно приглашать в очень хорошее место, в очень перспективное, и здесь действительно классно и здорово. И за 17 лет я можно сказать, ни разу не раздала ни одной листовки, никаких объявлений, то есть я вообще с незнакомыми людьми не работала. Конечно, я научилась знакомиться, конечно, я научилась улыбаться, конечно, я научилась задавать какие-то вопросы и легко входить в контакт с людьми, да, то есть это, конечно, уже навык, который приобретенный. Но когда начинала, знакомые, это как раз были те люди, на которых я ориентировалась. И вы знаете, если бы 15 лет назад у меня были вот такие ресурсы, как интернет, скайп, соцсети, то я думаю, что я бы уже давно была бы президентом. Ну, потому что столько бы времени сократилось, столько бы ресурсов моих не было потрачено, жизненных, там, да, когда надо к знакомым доехать до другого города, да как-то добраться, денег найти, время выделить, с работы отпроситься. Ребят, сейчас гораздо проще это все делать, просто понять фишку, влюбиться, и вы очень быстро можете сделать результат. Вот действительно бриллиантов делают быстро, за год, да, вот эти 5, 6, 7 веток строят только потому, что они понимают, что это легко и просто, и начинают копать именно по знакомым. Вот смотрите, как это работает. Вот когда Оксана вам говорила про список знакомых в 200 человек,
то если посмотреть на ваши соцсети, на самом деле у вас там знакомых гораздо больше, вот честно. Я могу сказать, у меня в Фейсбуке 5000 человек, мне больше не разрешают добавлять, у меня, наверное, 1500 висит на ожидании, чтобы я их подтвердила, а я не могу их подтвердить. У меня примерно столько же в Инстаграм, и, наверное, что-то я уже давно не смотрела, ну, наверное, 1200 в Одноклассниках, где-то так, да, вот, ну, и примерно столько же ВКонтакте. Ну, конечно, это очень много знакомых у меня просто по жизни Oriflame, да, вот, по бизнесу, но на самом деле, если мы заходим к обычным людям, то у них тоже минимум 200-300 человек есть, а у каждого из ваших знакомых, который приходит, у него есть точно, ну, хотя бы 10 знакомых, да, я уже не беру, как бы, что у них много, но 10 человек у них есть. То есть, смотрите, если вы возьмете своих, допустим, 20 человек, и у каждого по 20, да, то можете сказать, сколько это будет список. Ого-го, какой будет список, да. Если вы возьмете 200 человек, а у каждого по 10, то есть, смотрите, соцсети нам открыли возможность работать со знакомыми знакомых и со знакомыми знакомых как бы вообще бесконечно. И я помню, что раньше, когда я начинала вот работать, и людям говорят, слушай, давай вот как бы позовем там кого-то из твоих знакомых. Он такой, ой, не-не-не-не, я сирота Казанская, у меня нет никого знакомых. Сейчас все прозрачно. Сейчас вы открываете аккаунт этого человека и понимаете, что у него знакомых куча, да, знакомых есть много. И вот если вы понимаете, что вот они есть знакомые, и можно им просто написать, да, как бы написать, сделать предложение, я сегодня расскажу, как это просто. И единственное, что вам нужно будет прокачать, это, конечно же, вот изучить наш бизнес, полюбить его всем сердцем, чтобы когда вы говорили, люди вам верили. То есть вот говорить надо не заученными фразами, не даже там, ну, как бы даже читать, а чтобы это вот шло от сердца, это, наверное, самое важное. И общение должно быть просто человеческое. Если есть возможность встретиться на кухне, там, значит, надо дойти до него и встретиться на кухне. Если есть возможность в WhatsApp, значит, в WhatsApp. Если попереписываться, значит, попереписываться. Но голосовое общение, да, голос, когда чувствуется, что вы говорите с улыбкой, там, или вы говорите как бы дрожащим голосом, то есть все как бы эмоции чувствуются, да, ваши. И вот смотрите, если вы хотите гарантированно как бы прям сейчас стартануть, и мы вот нашу академию назвали Академией рекрутинга, чтобы сделать акцент на том методе, который вам даст гарантированный результат. И если вы до сегодняшнего дня работали так, что у вас как бы там 2-3 сообщения, и вы вот эти 5 человек знакомых своих вспомнили, с кем вы там на свадьбе гуляли, и все, и вы затупили, больше никого не вспомните. Ребят, ну знакомые это не те люди, с которыми вы на дне рождения сидите за одним столом. Знакомые это просто как бы, ой, мужик знакомый, а это вот ходит с нами в одну школу, ой, а это мамаша там того-то, а это подача соседка и так далее. Вот, то есть на самом деле как бы этих людей очень-очень много. И если вы сейчас возьмете себе за вот отправку, да, сегодня первый день каталога, как бы вот ближайший каталог, и просто попробуйте по моей методике поработать. То есть не 2-3 сообщения в день, это мало, это не работает, это не работа, а 20-30 сообщений в день, это нормально. А вот смотрите, если 20-30 сообщений в день, а за 10 дней это уже 200-300 сообщений. А если 10 дней вы по 300 сообщений отправляете, да, то это уже больше 1000 контактов отработаете вы за месяц. И статистика будет абсолютно точно нормальная. Да, и что же нужно делать? То есть вот как бы интересно вам, как вот этих 200 человек отработать. Если мы говорим, что это не прям вот такой знакомый, да, ну, во-первых, я, знаете, хочу сказать, что если вы только начинаете, то я рекомендую ваш список знакомых разделить на 2 части. То есть те люди, которые как бы вам прям очень-очень дороги, и вы знаете, что они придут в этот бизнес, что им это очень надо, они подходят, они улыбчивые, они контактные, они вот прям лицом выше. И вот, знаете,
я ну, не часто это говорю, но есть люди, вот, с которыми встречаешься, вот, допустим, здесь сидит Инна Щеголева, да, я с ней когда увиделась, вот мы в кафешке встретили, Инна, вот ты прям создана для этого бизнеса, да, то есть вот прям, ну, есть люди, которые подходят, вот они там улыбчивые, скромные, или наоборот, чересчур общительные, вот, но вот нутром за 20 лет уже чувствуешь, у кого могло бы получиться там, да, и вот если у вас такие люди есть, не спешите их прям вот сразу приглашать, потому что если вы новичок и вы там в этом бизнесе меньше месяца, я сейчас к этим людям обращаюсь, то попробуйте с тех людей, которые, как бы, в которых вы сомневаетесь, короче. Ну, то есть, если вы им расскажете, они вас пошлют, как бы, и вам этих людей не жалко, и, в принципе, вы поучились. Для вас очень хороший опыт, это большой плюс. То есть у нас не бывает отрицательного опыта, да, то есть вы поговорили, вы себя зарядили, знаете, как это заряжает? Ох-охо, вот поверьте просто. Вот. А вот таких людей, которые прям вот четко наши люди, и прям очень бы вам хотелось, чтобы они согласились, то этих людей отложите как бы на недельку, когда вы набьете руку. И что же нужно делать? Вот как начать разговор, если мы говорим, что мы к этим людям делаем первое обращение именно в соцсетях, да? И здесь очень простые шаги. Вот чем проще, ребят, вот не заморачивайтесь. И мы с Денисом уже, честно говоря, вот уже ровно год, сейчас в сентябре, боремся, да, за то, что вот не надо с людьми общаться с шаблонами. Вот приходят люди, да, и начинают: дайте шаблоны, дайте шаблоны. И вот вы разговариваете с человеком, разговариваете, и вдруг вы начали: здравствуйте, хочу предложить вам бизнес в официальной компании, ла-ла-ла, та-та-та. И он говорит: боже, что с ней случилось, куда она попала, ведь прям секта, посмотри, как ее там зазомбировали, там, да. Вот, поэтому разговаривать надо, чем проще, тем лучше, не надо писать много. И вот простые вам рекомендации. Итак, первый шаг, вот у вас есть эти первые там 10 человек знакомых. Причем смотрите, как бы я здесь специально написал, что если действительно это прям знакомые, такие как бы, ну вы примерно знаете, да, вот, может вы там не сидели за одним столом, я повторяюсь, вы не близки в родственниках, вы, может, даже не общались никогда. Да, вот у меня такие есть знакомые, которые я вот знаю, вот как бы мы общие вот в Чехове живем. И ваш первый шаг это такой: задайте пару простых вопросов. Может быть, это будут вопросы открытые или закрытые, да, ну, то есть, как бы, вот один вопрос, например, там: а у тебя дочка когда выпускается? Человек говорит, там, допустим: да она уже выпустилась уже, да, или у тебя дочка выпускница, там, да нет, а выпускается откуда там? Из садика, например, если у вас маленькие дети, или из школы, например. Да как он выпускается? Он только в 9 классе. Ну то есть у вас экзамены в этом году, все понятно, ну ладно, у нас-то этот вопрос пройденный. Да, то есть, если есть дети, если вы видите у нее, она выкладывает фотки огорода, и вы говорите: слушай, ну как на огороде-то в этом году у тебя там, ну как бы с такой погоды выросло хоть что-нибудь, ну то есть задайте в тему. Вы видите, человек выложил фотографии с отдыха, и как бы вот вы вообще не знакомые, берете первый вопрос, прям пишите, как бы там: Таня, обращайтесь по имени, допустим, там, Ин, ну что, как ты в этом году в Крым съездил, стоит вообще как бы туда рыпаться или нет? То есть человек понимает, что вы им интересуетесь, вы посмотрели его ленту, там, да, может быть, там лайкнули пару фотографий, о которых пойдет речь как бы в вашем первом обращении, вот, и вы искренне интересуетесь там, да, и как бы дальше пишете: да вот, да, как бы я-то вот в этом году, допустим, там без отпуска, или я там собираюсь поехать, да, вот, да, на отдых. И дальше второй шаг, да, вы ему прям сразу делаете предложение. И вот смотрите, вот это прям перепишите себе, и это самая хорошая как бы фишка, как начать. Вот первый вопрос такой: ты в принципе деловые предложения о работе, да, или как бы о подработке рассматриваешь? Ты вообще в принципе рассматриваешь подработку? Рассказать подробнее, все. То есть ваша задача как бы вывести его, как бы давай прямо сейчас в WhatsApp поговорим, что-то писать прям влом мне тут тебе. И самое лучшее общаться голосом.
Если человек незнакомый, то есть вы видите, как бы вот там у вас был знакомый, и у него, ну как бы, он, может быть, вы с ним даже уже переговорили, и он не захотел, и вы пошли как бы на 10 знакомых, да, как бы в его аватарку уже влезли, в его, на его каналчик, да, и смотрите его знакомых, и пишите тогда, ой, смотрю лицо знакомых, мы где-то с вами пересекались, что-то прям, может быть, мы знакомы, смотрю, да, то есть я вас знаю, или вы не знаете. Вы знаете, очень часто бывает, что, ну, может, это у меня так, у меня это очень хорошо срабатывает, да, говорю, ой, лицо знакомое, где-то виделись, ну, вообще, да, Чехов город такой маленький, большая деревня, тут все друг друга знают, вот, и здесь дальше принцип такой же. Я смотрю, у вас дача, как в этом году у вас помидоры уродились или нет, что-то такие кислые, как бы, вот у сестры выросли, да, вот, ну, например, то есть, в принципе, первое, вы коннектитесь, что-то мы знакомы, что-то незнакомы, ой, нет, я вас не помню, ой, а я, откуда я вас знаю, ну, вообще, Чехов город маленький, может, и знакомы где-то пересекать, я смотрю, у вас там, вы в Крым в этом году ездили, как вообще стоит в Крым ездить или нет? Ой, я смотрю, у вас ребенок садик закончил, дорого выпускной обошелся, ой, а я смотрю, у вас ребенок школу закончил, куда поступили-то? Ну, то есть вот просто любой вопрос по жизни. Куры, значит куры, как бы, а яйца не продаете, там, дача, значит помидоры и так далее. Вот. И дальше говорите, а вы знаете, да, сейчас как бы вот, ну, для отдыха деньги нужны, для дачи деньги нужны, для чего? Для выпускного деньги нужны. А вы, в принципе, деловые предложения рассматриваете, взялись бы за подработку. И здесь можно два слова написать просто тоже от души, что мы сейчас интернет-магазин раскручиваем и ищем людей, которым интересно было бы подработать. Рассказать подробнее, да, то есть не написать, а рассказать подробнее. И дальше вы проводите голосовое сообщение. И вот здесь вот сегодня, кстати, задание вам будет именно такое, что скачать с нашего Google диска, у нас целая папочка есть с материалами о том, как работать со знакомыми. Я эту папку сегодня на канал Академия Велстрим выложу. И там есть это собеседование во всех вариантах, более коротком, более длинном, в PDF-файле. Ну, то есть текст один, как бы, он хорошо себя зарекомендовал, люди его под себя немножечко переделывают своими словами. И вот ваша задача выучить его, прям зазубрить и сделать вот эту суть бизнеса, да, вот файл называется собеседование, сделать эту суть бизнеса от сердца. И первое задание, которое вы сегодня получите, самое главное задание, те, кто сделают его, пока я буду кататься на кораблике, да, на лайнере, мы улетаем тут в Рим буквально через пару дней, вот, и пока я буду на корабле вас соблазнять всякими фотками и видосами, да, ваша задача здесь себя прокачать, мега круто прокачать. То есть вы все находитесь в каких-то чатах, кто-то в чате бизнес-партнеров, кто-то в WhatsApp, кто-то в чате в командном у своего директора, неважно, у вас есть какой-то чат, где вы все общаетесь, да, вот, и в этом чате вам нужно найти 5 человек, прям выберите по фоткам, по фамилиям, по именам, по его поведению, по любому принципу. И в личку напишите человеку, там, допустим, как бы, Инна, здравствуйте, я бы хотела бы, ну, с вами провести собеседование, то есть возьмите меня в партнер, можете меня послушать. То есть здесь первый момент, что вы снимаете такой, как бы, первый страх написать незнакомому человеку, а в чате такие же незнакомые люди, да, как бы, как и в соцсетях. То есть первое, вы снимаете страх именно перебарываете познакомиться, а второе, как бы, это то, что вы списываетесь, там, Ин, можешь меня послушать, а когда ты можешь? Ой, я работаю, да, по вечерам, давай в скайпе, давай, а может в телеграме, давай в телеграме, вот, там, или в WhatsApp. И вы с этой девушкой, да, как бы встречаетесь либо живьем, либо вот именно голосовые сообщения. И ей наговариваете, делаете ей прям презентацию, суть бизнеса, пробуйте. Может быть, первое время читать, как бы, и получите обратную связь. Пусть она вам скажет, слушай, вот это прям так звучит, это грубо, или голос у тебя какой-то, или вот я бы поулыбалась бы, а ты мне хоть что-нибудь спросила бы. То есть вы 5 людям из чата проводите презентацию, да, то есть рассказываете им вот это вот, читаете им это собеседование.
Еще раз говорю, что те, кто прокачаются, рванут потом очень-очень мощно. Вам потом, вы вот этот страх первый преодолеете, и потом как бы будет вам уже не страшно. То есть у нас есть как бы в стриме, в нашем проекте есть алгоритм. Да, и мы в этом алгоритме очень много выложили методик, которые себя за эти 15 лет зарекомендовали очень-очень мощно. По этим методикам работают все успешные проекты, которые у нас есть. И вот почему в задании именно выучить презентацию и начать ее рассказывать, я же тоже первое время рассказывала как бы птичкам, собачкам, маме, папе, мужу, сыну, да, и это были первые слушатели. Почему? Потому что если вы помните, как раньше, урок знаете плохо, да, то есть неуверенно, то вам и говорить не хочется, и писать не хочется. И когда вы сидите на уроке, и вы сидите и думаете, блин, Фоменкова, а вдруг она не с А начнет, как бы, а снизу начнет журнал школьный смотреть там, да, ой, блин, сейчас вызовут, не дай бог. А если-то вы выучили все, а если вы понимаете эту суть бизнеса, вы чувствуете это всем сердцем, то вас просто распирает, как бы, да, это все рассказать. И вот вторая часть, как бы, моего сегодняшнего вебинара, она будет посвящена именно живому общению. То есть если первое время мы предлагаем вам именно спрятаться за голосовые сообщения и писать, начинать писать, да, то есть вот вы утром встали, вот я вам сказала, что 20-30 людям написать, то есть 20-30 вы садитесь и пишете: привет, школу закончили, помидоры вырастили, яйца продаете и так далее. То есть вы написали и ушли на работу, и ждете отклика, но вы 20 людям написали, и завтра 20 людям написали, послезавтра 20 людям написали, где-то мы виделись, не виделись, знакомы, не знакомы, бросили затравочку, пошел человек на контакт, значит дальше хотите расскажу, и переходите на голосовые сообщения. Если у вас есть люди, с которыми можно встретиться, как бы, и прям ему рассказать, как бы, живьем, да, то есть прям вот это, то здесь тоже есть вот этот вот проверенный алгоритм, да, что как проводить эту экспресс-презентацию, то есть если вы хотите с человеком где-то встретиться там в шоколаднице и поболтать, да, то есть как это должно быть. Это, во-первых, первый пункт, это просто вопросы по жизни, то есть вы собираете человека, ну, информации побольше, да, то есть вот вы встречаетесь где-то, может быть, не сразу на него надо набрасываться как бы с презентацией, со встречи, а просто узнаете, да, закиньте удочку, чем живет, что собирается делать, где дети, где там бабушка, где мама и так далее, то есть узнаете, чем человек живет, позадавайте больше вопросов, то есть ну, будьте таким любознательным человеком, выявите его интересы, потребности, вот, и дальше, как бы, ну, может быть, с ним поговорить о том, что какая вообще сейчас жизнь, как бы, да, вот в зависимости от того, что его интересует, о стиле жизни, о здоровье и о тех возможностях, которые сегодня есть. И вот дальше вы уже либо, как бы, приглашаете на встречу, ну, вот я написала тут про вебинар, но на самом деле вебинар это не очень эффективно, вот, ну, и обменивайтесь контактами, обменивайтесь визитками. И у нас в алгоритме есть вот прям алгоритм самой встречи, то есть мы вот такую майнд-карту большую создали, вот, то есть как подойти к рекрутированию знакомых, какие трудности могут быть. И вы знаете, мы когда вот это все писали, когда это все прорабатывали, мы это делали не для того, чтобы усложнить, а для того, чтобы люди, которые с таким, ну, скажем так, с большим количеством вопросов, с большим количеством сомнений, страхов, они могли в этой схеме найти ответы на всех своих тараканов, потому что эти тараканы, которые ползают у вас в голове, они сжирают все ваши деньги. Вот сегодня таракан вылез, который говорит там, что ой, она не будет этим заниматься, ой, а что она подумает, я сегодня вам про всех тараканов расскажу, да. Вот. И все эти тараканы, они вас делают каждый день нищими. То есть, понимаете, каждый день не дают вам лишний денег заработать. Вот. И вот если увеличить вот именно сам план встречи, живой встречи, да, на даче там, или где-то чайку попить, то она будет проходить вот по такой схеме. То есть первое – это определить цель встречи, потому что на самом деле как бы цель может быть разной. Может быть, вы человеку, ну, просто как бы вот если снизу начать первое касание, может вы просто встретитесь и пойдете на разведку.
Вот я сегодня с девушкой со своей встречалась, вот с новенькой, да, вот с Алиной, и я ей говорю, ты знаешь, вот я пока буду на лайнере, ты просто занимайся, будь штирлицем, занимайся разведкой. То есть просто делай первое касание, узнавай, чем живет, как бы, чем занимается, не знаю, где косметику покупаешь, а где подрабатываешь там, ну все понятно. И ничего не говорить. То есть первая цель встречи может быть просто первое касание. Может быть, этот человек, как бы, может быть, он интересуется очень продукцией, вы ему хотите презентовать там ваши витамины, которые вы попробовали. Может быть, у вас будет цель как бы показать ему что-то из продукции, да, то есть и такая может быть. А может быть цель, как бы все иду, рассказываю, цель победить, то есть регистрация. Вот, поэтому определяйте цель встречи. Второе, как бы, это направление встречи. Вот вы видите, я здесь написала, что через продукт, как бы, это красный такой, ну, как бы, пальчик вниз. То есть, ну, не рекомендуем мы прям ко всем идти через продукт. То есть, если вы человека настроены позвать на бизнес, то лучше его звать на бизнес. Если уж вы там прям сомневаетесь на что, то через продукт тоже можно попробовать. То есть, не надо ко всем бежать с каталогом. Вот я что хочу сказать. Бегите лучше с планом успеха и с нашими видеороликами, которые должны быть закачаны у вас в телефоне. Вот. Дальше определите, к какой целевой аудитории человек относится. Но, понимаете, это все таким заумным языком. Вот я в первой части встречи вам показала. То есть, как бы, привет-привет, помидоры вырастили, как бы, подработка нужна, не нужна? Нужна, давай встретимся, расскажу. Вот, но здесь я вам показываю это с точки зрения уже вот прям научного прогресса, чтобы вы понимали, что наш знакомый это тоже целевая аудитория, вот, что он тоже относится, либо он мамочка молодая, да, либо он пенсионер, это же разные вещи, какая у него боль, то есть на что надавить, о чем с ним поговорить при этой встрече, и продумать уже, как бы, о чем он может сопротивляться, то есть что он может мне сказать, как бы, поздно, я старый, у меня нет компьютера, дети, там еще что-то, вот. И, конечно же, прежде чем пойти на эту встречу, посмотреть на эту встречу с точки зрения статуса, то есть какой статус у вас, какой статус у него. Вот. И понять самый большой страх перед этим знакомым. Вот что вас останавливает, какой самый большой таракан выбегает в этот момент, когда вы думаете об этом человеке. Да? То есть вот у меня, допустим, есть там женщина, она там занимает должность, например, очень там хорошую, да, вот, в администрации. И я вот уже последние там года полтора про нее думаю, блин, ну как же мне прийти? И вот я понимаю, да, что меня может останавливать там у себя в голове, что вот мы с ней когда были 20 лет назад знакомы, я была у нее в подчинении, и какая-то я такая как бы с баяном бегала, но я не хочу сказать, что я легкомысленная в принципе была, но нет, ну то есть она меня вот знает вот такой, а тут я к ней приду, там ногой дверь открою, миллионерша, бизнесменша, да, то есть как бы вот она всегда была выше по статусу, а тут как бы я вот должна командовать процессом, да, вот у меня, допустим, есть такой таракан, и вы эти тараканы должны проработать, если вы уже до встречи это себе разрешите, что да, как бы я с ней буду вот так-то, так-то общаться, то разговор пойдет совсем по другой схеме, да. И смотрите, как бы, вот если мы говорим про живую встречу, да, вот вторая часть вебинара, живая встреча, то есть как назначить эту встречу? Дать часть информации – это 100% загубить дело. То есть, как бы, если говорить, я приду, тебе расскажу, как бы, да, то есть то же самое, слушай, ты деловые предложения рассматриваешь, рассматриваю, давай встретимся, не надо прям буквально минут 15-20, да, где тебе удобно, у тебя или у меня, да, будни или выходные. Вот, человек говорит, а что ты хотел-то? Говорит, слушай, не могу сейчас, все, мне уже там бибикают, мне ехать надо, там, ой, меня Пал Палыч кушать просит, ой, слушай, мне уже кто-то на параллельной линии звонит, ну давай спишемся, я тебе, короче, напишу. Вот там, переведите разговор как бы на не живое общение, а на переписку в чате, да, я тебе отпишусь. Вот, не говорите, что это Oriflame, да, если уж прям говорит, что это такое, скажет, да, я как бы тебе хочу предложить работу в проекте Wellstream. Да, точно сказать, чего, какой Wellstream там, да, то есть это не говорить, что это Oriflame. Подготовиться по той инструкции, по тому алгоритму, который у вас есть, и в любом случае в сумку бросить визитки, которые должны быть у вас уже напечатаны, но можно бросить каталог,
В телефоне ролики у вас должны быть, вы вернете ссылочки, да, как бы закачаны. Если есть выход на YouTube, значит, вы с телефона сразу можете показать. И закачать пару роликов себе в телефоне, если память позволяет, да, то есть и то, и то. Вот. Ну и прям про распечатать серую схему, это я тоже могу сказать, как бы, если она вам будет удобно с ней пользоваться, мы лет 10 с этими схемами ходили, обводили, да, то есть это бледненький лист А4, где нарисовано то, что нужно сказать. И мы говорим о том, что использовать в этой работе и онлайн, и офлайн, и так далее. Быть готовым к тому, что человек откажет, но вы попросите у него рекомендацию. И вот быстренько пробежимся как бы по вот этим страхам, которые могут у вас быть. Если вы слабее, а он хозяин положения, да, то есть это один вариант, как бы одна техника будет применяться в разговоре. Если вы сильнее и вы авторитет, то это другая техника будет. Если вы на равных, да, как бы, то почему это временно? Да потому что вы придете, и вы все равно, вам придется управлять разговором, вы все равно будете как бы хозяином положения, хозяином этого разговора. Итак, какие могут быть страхи? Да, страхов их немного, они у всех одинаковые. Ой, он меня не будет слушать, ой, он меня сейчас пошлет, да, это называется наткнусь на агрессию, ой, что они подумают, ой, не знаю, как предложить, что говорить, у меня язык не, а вдруг у меня не получится и так далее. Вот, и вот смотрите, как бы мы все страхи не просто в этой табличке расписали, а у каждого страха есть рядом такой листочек с ручечкой. И если вы на этот листочек нажимаете, то там открывается целый такой подтекст, как бы, что в этом случае как бы, ну, нужно подумать, как себя уговорить, чтобы эти страхи, эти тараканы все разбежались. То есть это такие как бы маленькие дихлофосики, да, вот, то есть как бы выглядит смешным. Но как бы, если чтобы не выглядеть смешным, нужно понимать ту цель, к которой идешь, ради чего. О целях я вам говорю каждый вебинар. Вы знаете, у меня, когда ребенок был маленький, у меня цели были каждую неделю его хотя бы чем-то накормить. Потом он подрос, думаю, ой, хотелось бы ему лего покупать, крутые конструкторы. Я не знаю, сколько мы денег и полмашины отнесли туда, чтобы, да, этот ребенок развивался, покупали ему эти игрушки дорогие, но я не жалею ни о чем. Потом это началась хорошая школа, потом это начались репетиторы, потом это, и сейчас это престижный вуз, да. Поэтому у вас своя цель. Знать предмет, я уже сказала, выучить, на 5 кроликах потренироваться в чате, как бы найти себе собеседников, найти себе уши, и пусть вам послушают и дадут честную обратную связь. Из чата девчонки, если будут друг другу говорить, то не надо обижаться, то есть честно, не надо говорить, ой, ты такая молодец, все хорошо. Ну просто сказать, слушай, ну немножко давай поувереннее, или не тараторь, или вот не спеши, или может даже поиграть, вопрос позадавать человеку, пораскручивать, да, то есть понимать, знать предмет, рассказывать суть бизнеса от сердца. И определить статус собеседника, то есть если готов ли он вас слушать или не готов. Вот, поэтому не бойтесь быть смешным, да, еще какие страхи, что у вас нет результата. Ребят, вот этот страх, который был точно у меня. Я могу сказать, что мне в свое время мой спонсор говорил так, что она говорит, ты знаешь, это все временно. То есть, ну и скажи, что как бы, что в принципе твой доход, как бы я только начинаю, я только раскручиваю, именно поэтому позвал, но у меня доход вырос в 10 раз за месяц. Что это значит? Как бы? То есть вы не называете точно цифры, вы никого не обманываете. Ну, например, если в прошлом каталоге вы были на 3%, там, заработали 100 рублей, а в этом каталоге вы уже на там, 6% заработали 1000 рублей, то у вас доход вырос вообще-то в 10 раз. Да? Или как бы мой доход вырос и как бы стабильно, вот он, я его стабильно получаю. То есть не называя цифры, никого не обманывая. Если нет результата, когда вы начинаете заниматься спортом, вы же тоже не сразу достигаете, но вы хотите этого результата, он у вас в голове и говорите, ты знаешь, вот я очень хочу как бы по-другому жить, я хочу в другом месте путешествовать, я хочу детей выучить достойно, вот, и сейчас я учусь, да, как бы я иду по этому пути, я потому что понимаю, что мы государству не нужны, мужьям мы не нужны, как бы нужно что-то с этим делать, да, у меня есть понимание, куда двигаться, вот, поэтому не надо, это уже результат, когда вы знаете, куда двигаться, вы уже стали предпринимателем в голове, вы уже на шаг впереди, вы уже двигаетесь и знаете, в каком направлении.
Вот, поэтому не бойтесь, что у вас нет результата. Если вам страх, ой, перестань заниматься ерундой, что нужно сделать в этом случае? Надо сказать, слушайте, как бы я бы рад прекратить заниматься ерундой, но вот как-то вот понимаю, что смотрю телевизор, и это больше ерунда, чем я занимаюсь. Вот мне на телевизор что-то стало жалко времени. Вот. Тем более дача закончилась. Ну почему бы мне не позаниматься ерундой? Как бы? Пусть это будет моя такая женский клуб Оксаны Пушкиной. Да? То есть как бы, почему бы нет? Вот. Потом можно, если говорить ерундой, можно попугать, сказать, слушай, везде сокращать зарплаты, как бы везде требования, а я моложе не становлюсь, мне уже ЗАЗО, да, то есть ЗАЗО это за 30, и за чё скоро будет это за 40, ЗАЗО и за чё, да, слышали, наверное, такая шутка сейчас. Вот, а когда ЗАЗО и зачет, то уже ты никому не будешь нужен на работе, поэтому и сегодня еще и кризис технологический. Вы знаете, фишка с технологическим кризисом срабатывает очень хорошо. И когда вы человеку расскажете про роботов, про сокращения и про то, что мы вам буквально 3 месяца целых вдалбливаем, да, про технологический кризис, вот, да, и это будет очень хорошо срабатывать. Что обо мне подумает? Знаете, просто посмотрите, как бы, что вам важнее, что над вами кто-то посмеется и как бы покрутит у своего виска, как бы, или то, что вы получите в результате. Когда вы определите технику, ну, когда вы определите положение, хозяин вы или вы не хозяин положения, вы слабее, да, то есть не авторитетны, то выберите определенную технику. То есть тоже мы здесь в нашем файле предлагаем, какой техникой можно с этим человеком вживую поговорить. Речь идет о живом общении. Можно посоветовать, сказать, слушай, мне поговорить с тобой надо. Вот и рассказываете ему полностью презентацию, да, как бы, и он уже, понимая, что вы к нему обращаетесь как к эксперту, он изначально вас будет более внимательно слушать. И вот данная техника, она поможет ему как бы сфокусировать внимание и послушать. И потом в конце вы можете сказать, слушай, ну у тебя наверняка среди твоих знакомых есть куча людей, которые как бы, ну, не такой статус занимают, как ты, ну, в работе нуждаются, да, или не столько денег зарабатывают, как ты, вы еще ему так подпоете, да, вот, наверняка приходят там, занимают деньги. Вот, может, ты мне дашь пару контактов, порекомендуешь меня, я их к себе возьму. То есть, смотрите, через статусного человека можно выйти на очень хорошие рекомендации. Следующая техника – это направить, подсказать. Да? То есть тоже хорошо работает. И в этом случае вы говорите, как бы, слушай, я тут наткнулся, узнал, что там есть квадрат денежного потока, прочитал Кийосаки книжку. Помнишь, это мы договаривались с тобой, что если кто-то какую-то подработку найдет интересную, как бы, что друг другу расскажем. Может, даже такого не было, человек скажет, а когда мы такого договаривались, ну ладно, может, где-то там правда сидели на дне рождения, как бы, ой, я нашел, что искал, да, вот. И получается, что вы человеку уже идете и как бы рассказываете, что вот я что-то прочитал, я что-то знаю и так далее. Вот, она тоже хорошо работает. Техника без вариантов применяется как альтернатива, да, что если ты не со мной, то все, хана. Ты понимаешь, как бы я вот сейчас окунулся, и я понял, что вот это так сокращает, да, то есть немножко припугнуть, потому что люди-то это все понимают, но очень часто они все равно в розовых очках сидят. А вы ему не только эти очки снимаете, но и за ручку берете. Вы поделились своими опасениями, да, то есть как бы ты понимаешь, что все там как бы ждать нечего, бесполезно. Вот, ты вообще как бы хоть в принципе какую-то рассматриваешь подработку, пойдем, я уже нашел, я уже изучил, я почитал, давай расскажу, да, хочешь расскажу подробнее, вот. Ну и вот этот вариант, как бы мы уже в письменном виде его говорили, что вот сейчас мы открываем магазин, мне нужны помощники, ты вообще как бы задумываешься, да, вот, о чем-то таком, потому что у меня есть, что тебе предложить. Вот, там не только бесплатно обучают, но и готовую бизнес-модель дают. Есть смысл поучиться и открыть что-то большое, имея опыт. И что еще в этой схеме есть? И вот есть в этой схеме, мы даже выбрали список общих болей. То есть вы там можете почитать и выбрать своих знакомых, да, по определенному
ну, скажем так, что его интересует? Может, его интересует жилье, тогда что сказать про жилье? Если он пенсионер, как бы что сказать про пенсионную политику? То есть даже темы для разговора мы вам прописали, почитывайте их, возвращайтесь к этому, не надо бояться, да. И плюс мы еще в алгоритме в нашем разработали целую схему, я уже про нее пару раз сказала, да, что это такая схема, серая схема, которую можно прямо обводить и как бы по ней рассказывать. Можете и по ней потренироваться тоже на близких своих знакомых. Эта схема будет включать в себя очень три простых геометрические фигуры. Это стрелочка, кружочек и квадратик. Просто по этим стрелочкам, кружочкам, квадратикам вы можете очень просто любые тексты говорить. Вот прям вот просто любые. Но мы вам предлагаем тоже такую как бы схему прямо разговора с вашими знакомыми. Она срабатывает очень хорошо. И это тоже лежит у нас на Google диске, вы можете почитать. То есть, как бы, первое, как бы, что вы на этом листочке рисуете, почему, кстати, рекомендуем с листочком ходить. Вы знаете, вот даже когда уже у нас у всех появились крутые телефоны, даже когда у нас появились планшеты там, да, и ноутбуки, мы все равно ходим навстречу и берем блокнотик и ручку. Потому что это, скажем так, дает возможность людям, ну, скажем так, спрятаться за этот листочек и ручку. Он дает возможность, листочек, ручка, вернуться к какому-то разговору, проговорить еще раз, обвести что-то, сделать акцент на чем-то, да, как бы спросить, задать вопрос, как бы, что тебе понравилось, в чем ты сомневаешься. И человек, тыкнув в этот листочек, может тоже вернуться к чему-то. Потому что сейчас у нас век очень большой информации, то есть очень много людей разговаривают, да, и когда вы просто без листочка и бумажки просто говорите, он уже на какой-то момент отвлекся, он 3 раза посмотрел в телефон, он 2 раза проверил ВКонтакте, он сбегал в туалет, ему кто-то позвонил, он уже нить разговора потерял. А если вы это все зарисовываете на бумажке, то еще раз говорю, что это внушает доверие. Он будет смотреть не на вас, а на бумажку. Вы можете как трусливый зайчик спрятаться за эту бумажку, да, вот, и вам будет очень просто рассказывать. И на этой схемке я уже говорила, что будет вот такая вот машинка и 3 геометрические фигуры. То есть эта схема очень простая. У нас есть там листочек, где вот эти фигурки все нарисованы очень-очень бледненьким таким цветом. Вы можете себе распечатать и с этим бледным листочком ходить. Прям приходите в обеденный перерыв, говорите, слушай, можешь полчаса выделить, да, я на тебе потренируюсь. Мне вот тут дали задание выучить, как бы, я вот тут проект один записала, да, я тебе расскажу. Вы знаете, именно так у меня пришла самая на сегодняшний момент мощная ветка, именно так у меня появилась, как бы, сегодня в бизнесе. Это девушка, которую я не знала. Мы снимали квартиру в доме, да, как бы очередное съемное жилье у нас было. И я просто смотрю, она такая ходит, у нее там начес такой, как бы прямо она такая важная, на кэблах, как всегда. Вот. И я с ней просто начала здороваться в подъезде. Поздоровалась раз, поздоровалась два, потом к ней пришла и говорю, Ирин, вы знаете, я вот тут бизнесом занялась, ну, мне дали задание, как бы, позвать несколько человек. Вот можно я на вас потренируюсь, только вы меня не перебивайте, не задавайте вопросы, а то я сначала начну. Я взяла бумажку, взяла ручку и начала ей рассказывать, да, то есть вот здесь именно такой же принцип, попробовать рассказать. И первая часть вы уже, наверное, успели прочитать, да, что как бы вы рассказываете о том, что, почему вы именно задумались об этом. Сказать, что ты знаешь, я вот тут наткнулась, как бы вообще подумала, как мы живем. Что обычный человек, как бы мы вот зарабатываем 35 тысяч, это в лучшем случае, а может еще и 10, и 15, как бы, а в процессе рисуете эту схему. А все желания у нас, как бы, вот далеко за этой схемой. Вот люди, как бы, хотя бы, если 100 тысяч получать, уже хоть какие-то могут желания, да, но ведь люди покупают дорогие автомобили, ездят отдыхать на Мальдивы, покупают дома, а мы, блин, живем непонятно что. Я вот посмотрела, что как бы вот еще пару лет там или десяток лет и все, и мы уйдем на пенсию, и все, вот они как бы вообще доходы снижаются, а потом ты на пенсии сколько проживешь, и хорошо у нас сейчас продолжительность жизни повысилась, да, вот.
И я долго думал, искал, как бы, и читал на эту тему книги, столько роликов в YouTube пересмотрел, и прям поняла, что как бы вообще другое дело, мы не там деньги ищем. И дальше вы, если хотите, вы вот здесь чем хороша эта схема, что вам не обязательно по всем пунктам идти, вы можете какие-то пункты опустить, вы можете сразу перейти как бы к следующему, да, вот. И дальше вы рисуете, что как бы вот прочитал книгу и поняла, что вот все так построено. Вот смотри, есть работа по найму, есть работа на себя, есть бизнес-система, инвестиции. Мы сейчас с тобой находимся здесь. И я вот, на самом деле, я вот 10 лет проработала в школе, да, вот, и понимаю, что когда вот родился свой ребенок, я поняла, что ну, хочу своему ребенку дать другое образование, другие перспективы в жизни показать, и я очень рада, что у меня это получилось, да. Вот, а вы рассказываете про свою, если на заводе, значит, про завод, если вам это не близко, то просто скажете, что у меня у знакомого там кучу народу уволили, как бы, и вообще люди без денег остались, да. Там на себя тоже страшно начинать, там, не знаешь, что начать, не знаешь, где кредит брать, как ИП открыть, то есть тоже страшно. Вот хорошо бы что-то такое замутить, чтобы в декрет можно было уйти, а денежки капали, чтобы на пенсию можно было уйти, а денежки капали, чтобы инвестиций не таких. И я прям понял, я нашла, меня эта мысль прям не отпускала, я нашла, что нужно сделать. Вот, оказалось, что если обычным бизнесом заниматься, то что нужно? И вот мы переходим, вот эта стрелочка, кружочек, квадратик, да, то есть мы сначала первое, вот мы вам даже уже нарисовать, первое рисуешь квадрат, то есть как бы вот нужно придумать бизнес, да, это бизнес что, то есть тут какие-то процессы, там и производство самому, и логистика самому, и интернет-магазин самому, и сотрудников найти, и договора заключить, и аренду сделать, и за аренду это платить, и налоги, и вообще как бы не успел ИП открыть, уже ты всем должен там, да, и очень страшно. Но как бы я понял, что если ты свой бизнес открываешь, то все равно нужны клиенты, да, то есть рисуйте стрелочку. Вот, потому что любой бизнес, он основан на клиентах. Неважно, продаешь ты свои образовательные услуги, и ты будешь репетитором работать, работаешь, будешь ты продавать танцевальные услуги, ты откроешь танцевальную студию, или ты откроешь, не знаю, как бы хлеб будешь печь и будешь пирожки свои продавать, тебе все равно нужны будут клиенты. А это тоже головная боль, блин, где их брать. А еще я понял, самое главное, что нужен третий кружочек, да, это то место, где мы с этим клиентом будем работать, чтобы этого клиента сделать лояльным, постоянным, чтобы он пришел, булочку купил, и еще 10 людям рассказал про эту булочку, чтобы он пришел к этому репетитору и 20 людям про этого репетитора рассказал, как бы, да, в общем, получается, что это целая наука. Вот, и думаю, блин, как я вообще это все освою. И вдруг я понял, что есть очень безопасная система, это партнерство. То есть смотри, в принципе, все то же самое. Как бы, да, вот есть квадратик, где тот же самый бизнес, тех же самых клиентов нужно искать, как бы, вот, и также с клиентом работать. Но в этом случае, да, по партнерке, практически огромное количество, да, то есть берет на себя именно партнер. Огромным плюсом такого партнерства является, что доход официальный и реально хороший доход, как бы, да, многие компании платят не за каждого, ну, не только за каждого привлеченного клиента, но и за все покупки, которые он сделает, да. Мне вариант этот понравился. Ну, страшно немного, потому что потенциальных клиентов легко привлекать, а вот рассказать о продукции сложно, да, вот, ну, немножко боюсь, но вот давай, как бы, все-таки я тебя зову, давай вместе попробуем. Но сейчас я попал в такой проект, где за тебя будут делать все, то есть там и система обучения, и вебинары, и чаты, и поддержка, и партнерка, то есть твоя задача оставить столько клиентов привлекать. А сейчас все моются, как бы, все хотят сэкономить. То есть ты вот 200 человек нашел, всем написал, как бы, схемы дадут, как что разговаривать дадут. И действительно, Wellstream – это проект, в котором все профессионально, бесплатно обучат, и все расскажут, и вообще готовы бизнес-модель бери и делай.
Вот. И конец этой встречи должен быть, это очень важно. То есть если вы будете прорабатывать и распечатаете себе вот эту вот схемку, да, и будете с ней работать, то самое важное это конец. Потому что почему вот мы говорим, что лучше вам самим рассказывать, лучше рассказывать от сердца, пусть вы там напутаете, пусть вы не скажете что-то, но когда вы будете звать этих людей, да, от сердца, то они придут к вам навсегда. И вот Ира, она вот, допустим, я ей рассказала, да, вот соседка моя, она говорит: Наташ, я ничего не поняла, что-то мне, она говорит, ну я прям поняла, что правда, перспектив никаких, давай что-нибудь мутить. А почему? Да потому что я и в конце, да, говорила о том, что я в это очень верю. Я так хочу вырваться из этого. Я, заколебалась просто на съемной квартире жить. Я хочу вот квартиру себе купить большую, ремонт там сделать. Я хочу, чтобы у меня отдельная комната была. Вообще я шить люблю, я машинку себе хочу купить швейную, дорогую там, да. Я не знаю, хочу на Мальдивы съездить, вообще там прям вот очень. И так далее, и так далее. То есть вы дальше говорите о собственных мечтах и заражаете этого человека. И в конце встречи, вот на этом сереньком листочке вы обведете ему, у вас должна получиться вот такая схема. Если вы не про все хотите рассказывать, обведите и расскажите про то, что хотите. Расскажите ему про автомобиль, да, это про перспективы. Расскажите стрелочка, кружочек, квадратик хотя бы на одном варианте, как вы это понимаете. Да, то есть как бы здесь задуматься как, что первое это классическая схема, стрелочка, кружочек, квадратик, где все придется делать самому, да, и аренда, и людей, и плясать, и танцевать, как бы и пирожки печь, и еще людей привлекать. Вторая схема – это партнерка, когда вы находите человека, да, как бы и по франшизе, да, или что-то, находите какой-то бренд, оказываете услугу, то есть сами привлекаете, сами рассказываете, сами его все ублажаете, да, и в офисе все это делаете, то есть партнерка, то есть готовый какой-то бизнес, где вы берете на себя большую часть. И третье – это MLM, когда и проект Stream, когда у вас есть поддержка, когда ваших людей подхватят, научат, в чаты добавят и так далее. Вот. И вот эта схема, она у вас будет. Конечно же, будут возражения, но здесь не надо ничего бояться, да, то есть с возражениями это отдельно, как бы у нас будет разговор, вебинар, Лена Тагирова готовит, она все вам про эти возражения расскажет. Более того, у нас в алгоритме более 200 вариантов ответа на возражения собраны в экселевской таблице. И опять же, если это будет переписка как бы онлайн, то вам всегда есть время на паузу зайти, прочитать, скопировать и ответить на возражения. Если вы живьем, то заготовьте 2-3. Но я могу так сказать, чем больше вы будете доказывать, тем будет обратная реакция. То есть как бы вот ваша задача, сказать, что отлично, да, я тебя прекрасно понимаю, я даже с тобой согласна, спорить не буду, действительно, это бизнес не для тебя. Да, ну, то есть человек возражает только по 3 причинам. То есть первое, это он просто не хочет менять. Он начнет вас доколебывать, что там это поздно, что это не так, это не сяк. То есть все, что угодно будет говорить. Просто не хочет. Ну и ни время не пришло, ничего страшного там. Он как бы потом созреет, да, вы его будете держать на прицеле. Второй вариант – это неверная оценка своих шансов. То есть я старая, я молодая, мне с ребенка оставить не с кем, я не в том городе живу, я ищу что-нибудь не такая, там, работаю не по той схеме. Вот. И как бы, а третье, это значит просто не донесли, у нее все равно осталось искаженное понимание о бизнесе, что это какая-то секта, что еще там что-то. Вот. Поэтому как бы ваша задача этих возражений не бояться. И вот я сейчас вернусь как бы к самому началу наших первых 2 слайдов, да, и хочу подвести как бы итог сегодняшней встречи, сказав вам, что на самом деле сейчас вот как бы если брать соотношение онлайн встреч и живых встреч, то я думаю как бы на 90 онлайн встреч будет всего 10 живых встреч, да. И это нормально, и в этом нет ничего такого, но наоборот, как бы у вас вот понимание, что в интернете со знакомым законнектиться гораздо проще,
что отправить действительно, как бы, блин, с одним человеком там разговаривать, ему все это расписывать, столько энергии терять, или мне просто встать и 20-30 сообщений направить, что-то у вас лицо знакомое, да, как бы, и задать ему пару вопросов, как бы, открытых и закрытых, да, то есть там, ну, я уже не буду повторяться, посмотрите начало вебинара для тех, кто опоздал, пересмотреть первую часть, как бы, да, вот, то есть вот в этом случае у вас будут огромные перспективы, и вот эти 1000 контактов, которые вы отработаете голосовыми сообщениями, назначая простые встречи, да, то есть как бы ты предложение рассматриваешь, давай расскажу поподробнее. Вот, все начинается именно с этого. Поэтому я вам желаю почувствовать себя такими людьми, которых распирает о том, чтобы рассказать об этом бизнесе. И вы знаете, я вот думаю, что сентябрь, он был настолько показательным, что наш народ стал сделал еще шаг к нищете, потому что собрали детей в школу, и я просто вижу даже вот по картинкам в магазине, что люди, ну, буквально очень скромно, вот уже нет такого, что набирают целыми тележками, вот честно. Люди стали экономить на всем, уже даже и на еде. Я не знаю, замечаете вы или нет. Поэтому наше предложение, оно сейчас мега актуально. И дачи закончились, вот сразу стемнело и похолодало. Что еще делать? Смотреть тупые ролики в Ютубе, сидеть, как бы смотреть каких-то Ворониных уже 5-й год. Ну, блин, уже сам уже этим Ворониным станешь. Давай лучше зарабатывать, давайте лучше прямо сегодня начнем это делать. Прямо сегодня начнем писать, но сделайте вы эти 2-3 дополнительных аккаунта. Если не хотите со своего аккаунта общаться или боитесь, что ваш аккаунт родной там с кучей наработанных контактов заблокируют, ну сделайте вы себе дополнительных 2-3, закачайте туда фотографии, начните общаться. Вот, я выключаю запись, да, завершить запись, да. Вот, выключаю в слайды.